Директива 8020 — это игра упущенных возможностей. Достаточно громкое кликбейтное заявление. Давайте разбираться. Обзоры в Steam смешанные, да и юзер-скор на Метакритике тоже невысокий. Я поддался общим настроениям и даже начал писать агрессивный сценарий ролика в духе: вот очередная пустая пародия на Alien, The Thing, Event Horizon. Но когда я начал пересматривать футажи, переигрывать отдельные сегменты и внимательнее смотреть на постановочные решения, мое мнение стало меняться. В Директиве 8020 полно хороших решений. Разработчики явно вдохновлялись культовыми фильмами и использовали их проверенные сюжетные тропы. Но почему-то постоянно не отпускало назойливое ощущение, что эти приемы не везде работали как надо. Я не буду разбирать стелс, концовки, вариативность, все сюжетные ветки и каждый спорный момент. Это не видеоэссе в духе «Вы поменяете свое отношение к игре после этого ролика» или «Директива 8020 не то, чем кажется, и вот вам 3 часа рассуждений». Нет. Мне интереснее посмотреть на Директиву 8020 через режиссерскую призму и разобрать 3 аспекта, которые больше всего зацепили меня во время прохождения. Первое. Как игра строит саспенс вокруг инопланетной угрозы в первых главах. Второе. Как она работает с хоррор-атмосферой через свет и пространство. И третье. Почему финальный сюжетный поворот в моменте шокирует, но после него у меня возникло слишком много вопросов к устройству этого мира. Меня зовут Арсений Занчковский, можно просто Арс Заян, я синематик-артист и режиссер в геймдеве. Давайте сегодня декомпозируем ряд решений Директивы 8020 с визуальной режиссерской точки зрения. Для тех, кто не играл, поясню завязку без спойлеров. Экспедиционный корабль Кассиопея летит к Тау-Кита, чтобы исследовать планету и основать там колонию. Земля в упадке, миссия выглядит как один из последних шансов человечества. Во время полета в корабль попадает метеорит с инопланетной субстанцией, которая начинает постепенно распространяться. Команда просыпается раньше срока и не понимает, что произошло и куда пропали инженеры, следившие за ними во время спячки. Пока экипаж разбирается в ситуации, игроку методично показывают кадры субстанции, которая продолжает где-то расти. Завязка хорошая, неизвестная угроза, конфликты внутри команды, ощущение, что за спиной героев происходит что-то опасное. Вроде бы мне должно быть тревожно. Где-то там разрастается опасная сущность, о которой никто не знает. Но у меня ощущение реальной опасности все никак не включалось. Что вот-вот с героями произойдет что-то плохое. Почему возникло это ощущение? Вроде бы все элементы на своих местах. В первых главах я плохо понимаю правила этой угрозы. А где находится заражение? Какие помещения уже потеряны? Насколько оно далеко от команды? Корабль Кассиопея огромна, и у меня никак не сформируются метрики или карта этого места действия. Окей, я специально переиграл начало Директивы 8020, чтобы проверить свои ощущения. Может, это влияние чужих обзоров, может, я сам был невнимателен. Игра действительно проводит нас по кораблю в первой главе. Инженеры Картер и Симс выходят из спальных помещений, проходят через жилой отсек, мимо столовой и добираются до зоны удара метеорита. То есть формально игра ведет нас к источнику проблемы и знакомит с пространством корабля. Но дальше история разворачивается уже в других помещениях и с другими героями. И я все равно никак не могу соединить пространство из пролога с текущими локациями в цельную схему. Мне не хватает навигационной опоры. Должен ли я прямо сейчас чувствовать опасность, или это угроза где-то далеко? Справедливости ради, позже игра все-таки начинает конкретизировать опасность. Герои сталкиваются с субстанцией, берут образец, обсуждают ее на общем собрании, проговаривают, что она разрастается.
Более того, игра объясняет, почему корабль не может просто так локализовать проблему. Кассиопея слишком большая, а ее коридоры устроены как лабиринт. Именно в этот момент угроза наконец-то становится понятнее. Класс, это хорошее решение. Вот он, саспенс. Но этот саспенс начинает работать с таким большим опозданием спустя несколько часов. Здесь полезно вспомнить принцип Хичкока с бомбой под столом. Если люди, сидя за столом, говорят о бейсболе и внезапно взрывается бомба, это сюрприз, шок, неожиданность. Если зритель заранее знает, что под вот этим столом с людьми лежит бомба, и до взрыва осталось 5 минут, а персонажи спокойно продолжают говорить о бейсболе, вот это саспенс. Саспенс рождается не просто из наличия угрозы, он рождается из знания зрителя, где угроза, кто о ней не знает и сколько времени осталось до столкновения. Директив 8020 находится на стыке между кино и играми. Много сцен, где ты пассивный наблюдатель, и множество сегментов, где ты взаимодействуешь с миром игры. Прямолинейно переносить в игру хичкоковскую бомбу опасно. Если игрок точно знает, где угроза, он может спросить, почему я не могу что-то с этим сделать. А потеря агентивности — это фрустрация для игрока. Возьмем игру Still Wakes the Deep. Первый час ты просто ходишь по нефтяной платформе, знакомишься с пространством и людьми вокруг, запоминаешь, что где находится и как устроено это место. Когда происходит катастрофа, ты не обязательно понимаешь все правила распространения угрозы, но ты, как игрок, понимаешь масштаб потери. Опасность захватывает не абстрактный уровень, а место, которое ты уже успел изучить. Возможно, авторы Директив 8020 пожертвовали знанием, где находится угроза и понятной навигацией корабля, чтобы не сломать агентивность и не мучить игрока менеджментом маршрута. Но у такого решения есть обратная сторона. Это сделало угрозу абстрактной и далекой, из-за чего у меня ощущение опасности сломалось. Директива 8020 выглядит красиво. Жесткий световой рисунок, глубокие тени, холодные синие тона. Мне все это напоминает sci-fi хорроры 80-х, 90-х, где художественный свет был важнее бытового реализма. На фоне некоторых современных проектов, которые часто уходят в более правдоподобный свет космического корабля, Директив 8020 смотрится выразительно. Но вернемся опять к прологу. Игра хорошо режиссирует восприятие зрителя через разные световые пространства. Вот Симс и Картер ищут источник проблемы. Корабль имеет светлые безопасные зоны, затем мрачные, чтобы постепенно погружать нас в хоррор. Но далее игра погружает игрока на долгие часы в темно-синие пространства. Да, тут есть объяснение постоянной темноте. Реактор корабля работает не на полную, есть проблемы с энергией, а позже игрок сам может перенаправить питание между системами. С точки зрения выстраивания мира это логично. Но логика мира не всегда помогает правильно режиссировать эмоции игрока. Забавно, что далее я этот тезис использую наоборот. Так вот, Директива 8020 — это большая интерактивная история. И если после раннего перехода во мрак игра надолго остается в одном и том же световом ключе, игрок адаптируется к мрачной атмосфере и хоррор перестает работать. Для сравнения вспомним всем известный Alien Ридли Скотта. Хотя это двухчасовой фильм, что немного на фоне целой игры, тем не менее. На Ностромо хватает мрачных пространств. Но экипаж просыпается в белом стерильном отсеке. Зритель считывает визуальный код. Здесь светло, спокойно и безопасно. Дальше фильм постепенно погружает нас во тьму. Финальные сцены уже разворачиваются в тесных коридорах с аварийным желтым светом. Хоррор работает сильнее, потому что мы помним, каким было безопасное начало. Или же возьмем Event Horizon, которым очень сильно вдохновлялись разработчики Директивы 8020. Здесь контраст строится между двумя кораблями. Льюис и Кларк — это пространство героев, оно рабочее, светлое, живое.
Или же корабль Event Horizon. Безжизненное научное судно с темными коридорами и враждебной атмосферой. Здесь зритель постоянно чувствует разницу между своим безопасным и чужим пространством. В Silent Hill 2 это работает на уровне всей структуры игры. Сначала лес, потом улицы, потом тесные здания, в итоге инфернальные глубины. Затем цикл повторяется. Меняется не только пространство, но и свет, цвет, ощущение среды. И все эти примеры объединяет одно. У визуального состояния есть прогрессия. Кадр не просто красивый сам по себе, он проводит зрителя от одного эмоционального состояния к другому. А что самое интересное, в геометрии пространства директивы 8020 эта прогрессия есть. К концу игры коридоры становятся теснее, органические наросты заполняют просторные секции, окружение буквально начинает душить тебя. Level Art работает на эскалацию. Круто! Но свет почти все время остается в одном световом ключе. И моя претензия не к качеству картинки. Повторюсь, игра выглядит эффектно и освещено все красиво. Проблема в другом. Темнота логично объяснена внутри мира, но как режиссерский инструмент она слишком быстро становится привычной, что опасно для хоррора. Знаете, в научной фантастике для меня особенно важно правильное устройство мира. Ощущение, что все живет по своим установленным правилам. Но есть один сюжетный поворот или субверсия, который мне не дает покоя в директиве 8020. Но что такое субверсия? Или еще называют этот прием подрыв ожиданий. Это когда игрок, зритель или читатель ожидает одного развития событий, но сюжет совершает резкий переворот, мы в шоке от произошедшего и не понимаем, как это так вышло. Но потом к нам приходит осознание, что вообще все произошедшее логично, и у меня нет вопросов к этому миру, потому что авторы аккуратно нас к этому готовили и оставляли подсказки на протяжении всего произведения. Просто они были незаметны, а автор водил нас за нос, и тогда субверсия работает хорошо. Осторожно, далее спойлеры. И я вас предупредил. Команда принимает решение отправить предупреждение, что на планету нельзя высаживаться. Угроза заражения слишком велика. Игрок может выбрать противоположное, запросить эвакуацию, невзирая на риски. Но независимо от выбора, герои обнаруживают, что уже отправляли эти сообщения много раз и не помнят этого. И постепенно приходит осознание. Их экспедиция посещала эту планету десятки раз. Они не люди, а клоны, которых корпорация раз за разом отправляет к планете для изучения неизвестного организма. Вау, звучит круто, и в моменте это действительно шокирует. Но после шока у меня начали появляться вопросы к устройству этого мира. Что делает этот цикл рациональным с точки зрения корпорации? Почему снова и снова отправлять экспедиции выгоднее или важнее, чем искать другие сценарии спасения? А насколько дешево клонирование, строительство кораблей и межзвездные миссии в этой вселенной? Земля уже настолько прошла точку невозврата, что все ресурсы логично бросать только на такие экспедиции? Игра не дает мне достаточно понимания, как устроен этот мир, чтобы эта субверсия ощущалась не сценарным фокусом, а естественным следствием мира. И здесь мне важно быть перед вами честным. Игра готовит этот сюжетный поворот. Если внимательно слушать логи инженера Sims, постепенно возникает ощущение, что с экипажем что-то не так, что это билет в один конец. Это правильный подход. Авторы раскидывают тревожные детали. Но это все равно не решает проблему, которую я описал ранее. Для сравнения возьмем фильм «Пандорум». Там тоже есть корабль, ковчег, умирающая земля, экспедиция на другую планету, потеря памяти после гиперсна у главного героя и жуткие существа на борту. На протяжении фильма зритель постоянно собирает правила мира из обрывков. Что случилось с кораблем?
Откуда взялись эти существа? Это инопланетяне? А где сейчас корабль? Он все еще летит к новой планете? А далее спойлеры. И я вас предупредил. В финале внезапно выясняется, один из членов экипажа, узнав, что Земля погибла, сошел с ума и запустил хаос на корабле. Монстры на борту — это не инопланетная угроза, это потомки людей, которые мутировали из-за медицинского ускорителя адаптации. Он должен был помочь колонистам приспособиться к новой планете, но за сотни лет жизни внутри корабля они адаптировались к закрытой жестокой экосистеме. И главный поворот. Корабль не дрейфует в космосе. Он уже давно достиг нужной планеты для колонизации. Но они находятся на дне океана этой планеты. То есть финальный твист не просто шокирует, он собирает в цельную картину понимания, как устроен этот мир. Мы понимаем, что случилось с Землей, почему корабль превратился в ад и что за это монстры. В Директиве 8020 сюжетный твист тоже удивляет. Но после него у меня возникает обратный эффект. Вместо ощущения «Ого, у меня все сошлось», я начинаю тонуть в вопросах того, да как устроен этот мир, и не могу найти ответов. Из-за этого трудно поверить в эту субверсию. Так, стоп, пора остановиться. Я скажу откровенно. В какой-то момент я вообще хотел выкинуть этот разбор в корзину. Все время было ощущение, что ему не хватает остроты, нет мощного откровения, какого-то сюжетного поворота, нет конкретного вывода. Игра ужасная или игра недооцененный шедевр. Все время получалась какая-то серая середина, из-за которой я фрустрировал. И вот тут очень вовремя мой хороший знакомый Кирилл Резников мне сказал: Арс, ты пытаешься уличить фильм в категории «Б» в том, что это фильм категории «Б». Чувствуется, как ты хочешь, чтобы Директива 8020 была так же драматургически проработана, как Dead Space, но это Supermassive Games. Они всегда были больше про интерактивный аттракцион. И это прекрасная мысль. Но тут противоречие. Supermassive Games взяли за референсы комплексные произведения с проработанной режиссурой и глубинным устройством мира. Это уже не те истории про подростков. И для меня, как человека, который принимает участие в разработке, это болевая точка. Мы часто используем проверенные приемы в работе. Знакомые образы, сюжетные тропы, сцены, вдохновленные любимыми фильмами или книгами. И именно поэтому мне важно было понять, а почему для меня не сработал этот прием? Где заканчивается вдохновение референсом и начинается механическое заимствование? И как самому в работе не пропустить этот момент, когда идея вроде бы на месте, но эмоция не доходит до игрока? Надеюсь, я натолкнул вас на какие-то мысли. Спасибо большое, что досмотрел до самого конца. Ты большой молодец. Оставляйте свое мнение в комментариях. Возможно, у вас иное видение того, как мог выстроиться сюжет. Или вы, наоборот, согласны с создателями, а я тут раздуваю проблему. Всегда интересно подискутировать, ведь все это субъективное восприятие, и у каждого из нас своя уникальная перспектива на сюжет и его атмосферу. Ну а мы на этом прощаемся. С вами был Арс Заян. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. До новых встреч!